Всем привет, вы на канале Флагман Шоп и с вами Евгений Чертенков. Ну что, ребята, я продолжаю вас знакомить с готовыми поводками для фидерной и матчевой ловли от компании Флагман. И сегодня в нашем обзоре поводки из линейки Sherman Pro. Так, ну что, давайте рассмотрим их поближе и познакомимся с моделями, которые присутствуют в этой линейке. Во-первых, что заслуживает внимания, это упаковка. Упаковка очень практичная, очень удобная. Сами видите, поводки размещены вот на такой специальной поводочнице бобинки. Кстати, вот эта вот бобинка по диаметру подходит к нашим специализированным поводочницам от компании Флагман. В упаковке идет 10 поводков, они очень аккуратно связаны, все крючки идут с лопаткой. Всю информацию вы можете прочитать непосредственно на упаковке. На ней указана длина поводка, кстати, все поводки идут длиной 80 сантиметров, указан размер крючка и указан диаметр лески. Также на упаковке вы сможете прочитать, под какую рыбу рассчитан данный поводок, либо какой крючок на нем используется. В общем, вся информация есть на упаковке. Итак, давайте более детально познакомимся, какие модели присутствуют в линейке готовых поводков Sherman Pro и рассмотрим каждый крючок поближе. Итак, начнем наше знакомство с поводками для ловли плотвы Roach. И сейчас посмотрим более детально на крючок, который представлен на этих поводках. Крючок идет в принципе с таким немножко удлиненным цевьем, с не очень широкой подъемной частью и небольшим жалом. В принципе, стандартная крючка для ловли плотвы. Толщина крючка идет тоже стандартная, он не толстый, не тонкий. В принципе, ребята, универсальный крючок для ловли плотвы на фидер и матч весной, осенью и летом. Следующие поводки, с которыми мы познакомимся, называются брин. Всем понятно, что это лещ, всеми желанная рыба для ловли на фидер и матч. Итак, давайте рассмотрим поближе данный крючок. Как мы сами видим, здесь идет такая стандартная форма крючка, немножко похож на флагман суперфидер, где идет не очень длинное цевье, такая очень своеобразная подъемная часть и небольшое жало загнутым вовнутрь. В принципе, данные крючки проверены давно, они отлично засекают и держат леща, начиная там от килограмма и до 3. Поэтому всем любителям ловли леща советую обратить внимание на данную модель поводков. Так, следующая модель у нас это модель под названием карп. Ну, понятно, что данные крючки рассчитаны для ловли карпа и идут в довольно-таки крупных размерах. Итак, рассмотрим данный крючок поближе. Ребята, сами можете видеть стандартный крючок для ловли карпа. Стандартная длина цевья, широкая подъемная часть, очень толстая проволока и цевье крючка загнуто вовнутрь. В принципе, тоже проверено. Этот крючок отлично сечет карпа, но толщина проволоки на этом крючке, поверьте мне, позволит вам бороться с довольно-таки крупными трофеями. Поэтому все любители ловли карпа на фидер или на матч, обратите внимание на данные крючки. Следующие поводки, с которыми мы познакомимся, называются Crucian и карп. То есть данные поводки рассчитаны для ловли карася и некрупного карпа. Давайте рассмотрим крючок поближе. Как вы сами можете видеть, здесь уже крючок идет более такой аккуратный, он не такой огромный, как крючки с маркировкой карп. Ну, это понятно, потому что для ловли карася и некрупного карпа, в принципе, крупные крючки не нужны. Толщина проволоки идет такая стандартная, в принципе, сама стандартная форма крючка. Это среднее цевье, такая стандартная подъемная часть и не очень большое жало. Но крючок довольно-таки острый, и я думаю, те ребята, которые ловят некрупных карпов и карася на озерах, либо там на реках, я думаю, оценят данные поводки по достоинству. Так, ну что, мы закончили с поводками, где идет маркировка той или иной рыбы. И сейчас у нас на очереди поводки названием фидер. Всем понятно, что это универсальные поводки для фидерной ловли. Поэтому, фидеристы, обратите внимание. Давайте рассмотрим данный крючок с вами тоже поближе. Потому что в фидере крючок это очень важно. Крючок идет такой, ну как бы, я не скажу, что он стандартный, но такой необычной формы. Он, в принципе, сделан такой из довольно-таки толстой проволоки. Немножко жало его изогнуто. Идет довольно-таки стандартное цевье и стандартная подъемная часть. Но благодаря вот своему небольшому изгибу данный крючок будет отлично засекать рыбу. И с ним можно спокойно ездить на леща, на крупную плотву, потому что
толщина проволоки позволит вам побороться с крупной рыбой. Ну и плюс того, что толстая проволока, жало данного крючка не так сильно будет тупиться на ракушке. Поэтому, в принципе, скажу так, хороший универсальный поводок для фидерной ловли на реке. Следующие на очереди у нас поводки с названием Super Strong. Ну, в принципе, данные поводки были изготовлены для ловли хорошей крупной рыбы в тяжелых условиях. И сейчас объясню почему. Крючки идут, в принципе, ну, такой стандартной формы, они чем-то он похож тоже на фидерный крючок, но при всем при этом толщина проволоки довольно-таки мощная, не очень большая подъемная часть. Данный крючок отлично подойдет под опарыша, под пинку, можно на него подсадить даже небольшого мотыля, отлично он подойдет для красного червя. Но благодаря тому, что, еще раз повторюсь, у него тоже довольно-таки мощная проволока, жало здесь не сильно будет тупиться, и я уверен, что в тяжелых условиях, где есть ракушка либо камень, вы отлично сможете ловить этими поводками. Следующие поводки в нашем обзоре — это поводки с названием L-Round. Давайте рассмотрим крючок, который присутствует на этом поводке. Ну, лично мое мнение, что это универсальный крючок для ловли на матч и фидер. В принципе, можно их использовать повсеместно. Тут идет такая хорошая стандартная форма с не очень длинным цевьем, широкая подъемная часть и стандартное жало. Крючок не очень толстый, у него такая средняя толщина лески. И мое личное мнение, что на данный крючок можно ловить и густеру, и плотву, и леща, в принципе, карася, любую рыбу. Поэтому, если вам нужен универсальный поводок для любых условий, обратите внимание на готовые поводки с маркировкой L-Round. Ну и последние поводки в линейке Sherman Pro, с которыми мы с вами сегодня познакомимся, это поводки с названием White Gape. Давайте рассмотрим поближе крючок, который установлен на этих поводках. В принципе, мое личное мнение, что крючок такой очень необычный. У него идет не очень длинное цевье, довольно-таки широкая подъемная часть, очень-очень острое жало, которое чуть-чуть загнуто вовнутрь. Ну, если говорить мое мнение по данным крючкам, то, в принципе, это крючок универсальный. Его можно использовать на течении для ловли леща, если вам нужно ловить со дна, потому что проволока у него довольно-таки толстая, и данный крючок с вашей насадкой, там, с несколькими опарышами, либо с подсадкой мотыля, будет лежать на дне. Либо, я думаю, этот крючок отлично подойдет для тех рыболовов, которые захотят, допустим, поехать порыбачить в Европу, такую рыбу, там, как усач или некрупный карп. Поэтому, ну, мое личное мнение, что данный крючок универсальный для ловли всевозможной крупной рыбы. Ну что, давайте подведем небольшой итог нашего сегодняшнего обзора. Поводки Sherman Pro. Разумеется, они все представлены в широком ассортименте, поэтому на упаковке вы сможете спокойно прочитать и выбрать тот крючок и ту толщину лески в том именно варианте, который вас устраивает. Ну и плюс, что еще хотела сказать, что данные крючки уже такие рассчитаны, в принципе, для более-менее профессиональных рыболовов, но тех, которые по той или иной причине ленятся вязать поводки, ну, допустим, как я уже говорил, такой человек, как я. Поэтому, ребятки, обратите внимание на данные готовые поводки из линейки Sherman Pro. Крючок острый, количество 10 штук, цена приемлемая. Кстати, ссылка на интернет-магазин появится прямо сейчас. Ну а с вами был Жека Чертенков. Я надеюсь, наш обзор вам сегодня понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на Flagman Shop. Всем пока!